Если вы хотите меня поддержать, то юзайте ускоритель по ссылке в описании. Короче, гайс, челлендж. Попробуйте откинуть свою предвзятость ко мне и дослушать мою мысль. Это тяжело, но я вас верю. Спасибо. Гличи не инди-анимация. Я бы не относился к этому так плохо, если бы марка инди уже давно не стала тегом для продажи говна. Однако из-за того, что они намеренно пытаются утаить свою истинную натуру, это вызывает негативную реакцию и сомнения. А знаете, что не вызовет негативную реакцию и сомнения? Конечно же, платформа Case for Gamers. Это самая удобная платформа для покупки игровых ключей, подписок и пополнения игровых аккаунтов по выгодным ценам. Здесь можно быстро пополнить Steam для пользователей из СНГ с комиссией от 3%, что заметно ниже, чем у многих других сервисов. Также появилась функция прямого пополнения популярных игр, например PUBG, без посредников и лишних действий. Оплатить можно через СБП, карту МИР, криптовалюту и другие способы. После оплаты ключ или пополнение приходят быстро и безопасно. Кроме того, на платформе действует кэшбэк до 10%, а бонусами можно оплатить до 20% следующих покупок. И не забудьте использовать мой промокод «Нуреально». Он даст вам дополнительную скидку в 15%. Ссылка и промокод будут в описании и закрепленном комментарии. И эти чувства только усиливаются, когда их фанаты пытаются оценивать медиа-контент не на базе того, что мы получаем в итоге, а на условиях инди-анимации. Из-за такого наплевательского отношения снижается планка качества. Авторы могут откровенно забить на многие проблемы, расписав всех персонажей не в своем мультсериале, а на страничке Тамблера. Буквально вся эта тряска с ориентацией персонажа цифрового цирка. Сериал уже закончился, только сейчас пошли заявления, кто там какого гендера, хотя ранее Гусворкс к этому относилась куда осторожнее. Поскольку изначально не было задумано делать Джекса трансом, люди цепляются до откровенно глупых вещей по типу цвета его комнаты. Люди неиронично ориентируются на самые мерзкие сексистские стереотипы, лол. И там множество еще разных попыток доказать, что Джекс изначально был продуман как транс. Просто на данном примере мы можем увидеть непрофессионализм создателей в отношении своих персонажей. Однако видео не об этом. Инди — это термин, который переводится как независимый, используется в разных сферах культуры, но сохраняет одно значение — независимость от крупных коммерческих структур с акцентом на творческой свободе и оригинальности. Гличи независимы от крупных коммерческих структур. Давайте имаджинируем гипотетический сценарий. Существует студия анимации, которая сотрудничает с другими мировыми компаниями, получает субсидии от государства, выпускает тонны мерча, имеет свою сеть ресторанов, имеет свое место продажи, профессиональный пиар-отдел, профессиональный дубляж во всех странах мира, крутит свои фильмы по всему миру, почти, да. Как вы думаете, можно ли назвать условно Дисней инди-студией? Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Гличи тот же случай, но просто поменьше. Нет, уверяю вас, гличи держатся не только на продаже мерча и монетизации, как может показаться на первый взгляд. Для подтверждения этого нам следует углубиться в историю самой студии. Их первым полноценным серьезным проектом является Метараннер, который в свою очередь, приготовьтесь, был проспонсирован Crunchyroll, AMD и Epic Games, получив около $500 000 от них. Согласитесь, неплохой такой старт, да? Позже в 2020 году инвестиция в $1,3 миллиона от Screen Австралии, госконторы, для финансирования проектов Sunset Paradise и ранее упомянутый Метараннер. Тяжело не замечать слона в комнате, а он становится еще больше. Лицензионная сделка с Netflix для появления на платформе цифрового цирка. Аналогичная сделка с Amazon Prime. Глупо считать, что гличи не получили деньги с лицензии, плюс с рекламы и подписок. В Японии гличи сотрудничают с Шокуганом, известным издателем комиксов. Они даже попытались по цифровому цирку мангу сделать. Также они сотрудничают с еще одной компанией страны восходящего солнца, создающей поп-ап игрушки. Собственная сеть ресторанов, с которыми помогает Village Guard. Фильм, выпущенный во многих странах мира и над которым работало официально нанятых больше сотни человек, плюс куча людей, работающих над переводом и озвучкой на разные языки. И тонны, гигатонны мерча, который, поверьте, не делается в одной фабрике Австралии этими двумя. Инди не равняется нищета, но когда вы имеете такое стороннее финансирование, нельзя вас назвать независимой анимацией. Опять же, в этом нет ничего плохого, ровно до того момента, пока вы после этого всего не называете себя инди для маркетинга. Вы можете сохранять такой статус, зарабатывая только на одном мерче баснословные деньги, не нуждаясь в такой скромной поддержке. Где эта грань между инди и анимацией? Какие аппетиты гличей мы будем еще игнорировать? Что касается творческого момента, ничего сказать не могу, ибо я там не работал. Студия
студия очень молодая, творческих громких разногласий там не происходили. Оно и понятно, они подкупают отсутствием контроля в плане создания проектов. И у этой монеты есть обратная сторона. Посмотрите на концовку дронов, посмотрите на концовку цифрового цирка. Вы думаете, что-то поменяется? Может, отсутствие редакторов — это экономия денег, а не защита творческого видения? Я не отрицаю, что редакция со стороны студии не всегда ведет к чему-то хорошему. Особенно в больших компаниях, где управлять вручную процессом не получается. Но у нас есть примеры в индустрии, когда такие поправки шли только на пользу. Вы все знаете этого персонажа. Это Вуди из «Истории игрушек». Культовый персонаж в медиасфере. Вам наверняка он запомнился как поначалу эгоистичный персонаж, но впоследствии пройденного пути он становится добрым и верным другом. Однако изначальный концепт представлял Вуди как самовлюбленного ублюдка, чуть ли не маньяка, что не давало зрителю сопереживать кукле даже при его исправлении в конце фильма. И такие категоричные изменения произошли после требования со стороны редакторов Pixar. Или тоже один из ярких примеров — это Шрек. Изначально Шрек был куда уродливее, а сатира в мультфильме взрослее. Представьте в детстве увидеть этого милого пухляша-добряша в подобном образе. Понимаете, редактура со стороны порой полезна. Студия в какой-то степени лучше понимает зрителя, что он хочет и что он чувствует. Ведь у них есть целые отделы, анализирующие реакцию аудитории. Такие люди нужны анимации, иначе нам остается смотреть на очередной личный селф-инсерт какого-то сценариста, сделанный за огромные деньги. Но если вы подумали, что гличи вообще не влезают в процесс, то вы наивно ошибаетесь. Да, хоть мы не так уж и много знаем, что происходило за ширмой сказок про творческую свободу, но крупицы информации у нас есть. Как минимум то, что Гусворкс, создательница УЦЦ, не планировала выкладывать свое творение на широкие экраны. Именно поэтому фильм получился таким странным в виде комбо из двух серий, одна из которых уже доступна была на ютубе. Надо же как-то хронометраж растянуть. Вот мы и добавим сцен по минут 5 хождения и молчания. И судя по тому, что Гусворкс не может напрямую ответить, скорее всего, контракты там ничем не лучше, чем у жадных капиталистов. Итоги у гличей — это отдельный парад лицемерия. Вся их риторика состояла из вечного повторения слова «инди». Indie animation, indie animation, indie animated, indie animation, independent, the indie animation or indie, a little bit. А если инди, значит качественно, значит надо продвигать. Наверное, один из любимых примеров — это диалог между двумя братьями и Оланом Роджерсом, про которого вы, наверное, особо ничего не знаете, но для западного сегмента он известен мультсериалом Final Space, который закрыл Adult Swim. История там мутная, непонятно что, зачем, почему, но по версии создателя никогда такого не было. И вот опять жадные капиталисты закрыли сериал из-за того, что он был убыточным. Хотя, скорее всего, в ходе слияния студии они пересмотрели проекты, в том числе и Final Space. Олана сгорела, и он сделал настоящий удар по капитализму, выпустив мерч с подписью Final Space Takes Right Off. Я думаю, вы догадались, что Олан около получаса рассказывал у гличей про ужасных капиталистов, которые не хотят работать себе в убыток, которые даже в случае убытка дали ему закончить сериал в 3 сжатых сериях 3-го сезона. А гличи, в свою очередь, с очень умным кивают и говорят: как это ужасно, у нас такого в студии не бывает. Так гличи могут говорить до первого убыточного проекта. В ином же случае студия с такой политикой очень быстро загнется. Справедливости ради, это было 2 года назад. Сейчас их разговорчики про то, как гличи хотят помогать инди-анимации, куда-то пропали. Но зато не пропали жертвы капитализма, которые они берут себе под свое крыло. Проект Дан Террас «Рыцари Гвиневры». Этот мультсериал наваливает таким массивным, пахучим высмеиванием больших корпораций. Хотя какие корпорации? Только Диснея, в котором Дана когда-то работала. Когда-то это потому, что ее проект Дом Совы, так же как и Олана, закрыли под предлогом «не соответствует политике компании». После такого у Даны сгорела жопа, и она призвала отписываться от Disney Plus и пиратить Дом Совы. История там не менее мутная, но возвращаясь к Гвиневрам, вот мы можем лицезреть высшие слои общества. Вот тут даже имеется диснеевская принцесса, вот Волт Дисней, а есть работники, которые живут в нищете и на них говно скидывают. Что такое рыцари Гвиневеры? Это притча, это сказка. Это метафора. Да ладно тебе, чувак. Тебе же, наверное, Дан, это так знакомо. Ты так же, как и обычный пролетарий, жила на задворках анимационной сферы. Тебе же это так знакомо? Да, бывшая жена Алекса Хирша? Я не буду сейчас разгонять про узколобость этого проекта. Как Гвиневры выйдут полностью, сделаю обзор. Меня больше интересует аудитория этого прекрасного проекта, состоящая из юных борцов за справедливость, которую подобная повестка активно использует. Использует, а не просвещает, потому что лицемерие в этой сфере критики больше, чем в их придуманных системах.
Дана, как настоящий пролетарий, при первой же возможности метнулась в Дисней и поумерила пыл в высказывании в отношении своего барина. Как только появилась работа от Disney, то Гвиневры сразу же отошли на задний план. Сразу видно, кто любимый ребенок, а кто был зачат назло с дворовой собакой. Я не осуждаю, я активный сторонник свободных отношений, и вообще это не мое собачье дело, да, я знаю. На самом деле, весьма показательный пример современного активизма. Наверное, вы можете задаться вопросом, а зачем гличи себя позиционируют как инди? Понятно, что это пиар-ход, но кому это принципиально важно? Подросткам. Я подросток, вы подростки, и скорее всего вы всегда хотели или хотите стать частью чего-то нишевого, и это нормально. Но гличи этим откровенно пользуются. Для особо одаренных гличи сами называли свою целевую аудиторию, на которой они работают, подростками. Потому что сейчас стриминговые сервисы заинтересованы только в контенте для детей младшего возраста, например, Босс Молокосос или Кокомелион, или для взрослых, например, Конь Боджек или Позорная история Америки. Но в середине этого диапазона есть огромная пустота. Контент для подростков и молодежи. И я думаю, что шоу пытались это исправить. Например, Совиный дом и Бесконечный поезд должны были закрыть, потому что это не то, что сейчас нужно стриминговым сервисам. Это очень печально. И нам это очень-очень не нравится. И мы хотим это исправить. Это одна из наших главных ценностей. Люк очень хочет это изменить. Мы хотим заполнить эту нишу на рынке и рассказать эти удивительные истории, которые иначе никогда бы не увидели свет. На самом деле это объясняет, почему диалоги между персонажами выглядят как... Все пострадали от парка, но слишком заняты терками друг с другом. Не замечают, что у руля корпы. Думаешь, у Винтика вроде меня есть власть? Не, мне есть что сказать. Посмотри правде в глаза, чел. А тем временем они терраформируют каждую новую планету, даже клочка земли не оставив. И скоро все погрязнет в коммерции до веселухи. У нас нет выбора. Типа, представьте, насколько тупым считает зрителя автор, что просто въебало харкает всем лором, как бы, и сразу нам показывает, как надо к этому относиться, то есть у зрителя не выстраивается какое-то мнение, да, о том, что происходит, ему говорят: жадные корпорации, блядь, ужас. Монолог Энди — это мнение жертв системы. Все ее слова правда, и поделать с этим ничего нельзя. Своего рода крик самой Даны Террес, что была разочарована в работе с Дисней. Собственно, поэтому она примкнула к Глич-студиям, что даровали Дане полную свободу творчества. Подросток, видящий охуенный мультик на ютубе про то, как его ровесники уделают старые серые порядки, от такого просто балдеет. При всем при этом, как правило, все инди, которое такие интернет-интеллигенты смотрят, это гличи и проекты Vivien. Они, кстати, как правило, весьма одаренные. Но нам надо смириться с реальностью. Авторы идут к гличам не потому, что они инди. Нет, они идут туда просто потому, что больше некуда. Голливуд их не принимает. И на примере Даны мы видим, что при первой же возможности они все бегут туда, где больше платят. Мир желток, товарищи. Даже если ты и думаешь работать в студии Glitch со своим проектом, то учти, что за все время они ни разу не приняли ни одного малоизвестного проекта. Когда Гусворк сделала трейлер цирка, она уже имела немалую аудиторию, и тизер ее собрал просто какие-то невероятные просмотры. Лин Викерс, создатель дронов, аналогичная ситуация. Геймаверс — то же самое. Ослепительный район — не исключение. Рыцарь Гвиневры — я вообще промолчу. Мне кажется, гличей причислять к инди некрасиво, как минимум по отношению к другим реально независимым проектам. Что это делает профи? Это не совсем инди какой-то проект даже, это заметно. А многие же наоборот считают, что это инди-проект и продают это там массовому. Ну, как это может быть инди-проект, если он делается сразу на всех языках, имеет такую еще при этом рекламу мощную, заранее сделали игрушки, да, заранее, как инди-проект так не делается. Это профи, очень серьезные ребята, которые, умеют делать. А вообще смотрите лучше проекты не за их нишевость, а то, что по кайфу.